Возможно, вы уже замечали, что на просторах пазлов нередко встречаются игроки-одиночки, которые либо не вступают в альянс, либо вступают, но долго там не задерживаются. Как выбирать альянс, чтобы вас не выгнали, чтобы вам там понравилось? Насколько выгодно состоять в альянсе? И вообще для чего это нужно? Можно ли без него обойтись? Вот на эти вопросы мы постараемся ответить в этом видео. Итак, как только игрок достигает 4 уровня, ему открывается возможность вступать в альянс. Для этого необходимо зайти во вкладку альянсов, где открывается список всевозможных альянсов с разной силой и разным количеством участников. Существует два типа альянса – открытый и закрытый. В открытый можно вступить, если у вас есть требуемое количество кубков или трофеев, то, что мы получаем за набеги. В закрытый альянс вы можете попробовать постучаться. Руководство альянса увидит вашу заявку и рассмотрит кандидатуру, либо вас примет, либо нет. Если в альянсе полный состав, то есть 30 человек, то возможности вступить в такой альянс нет. Единственное, что может быть указано в описании альянса, какой-то контакт для связи в Телеграме либо в WhatsApp. Иногда главы альянсов искусственно закрывают альянс путем повышения кубков, то есть трофеев, которые требуются для вступления в альянс. Альянсы также отличаются силой игроков. Таким образом, альянс, идущий в топ, никогда не примет к себе в ряды новичка. Ну и вам вряд ли будет комфортно в альянсе с самыми сильными титанами в игре, очень сильным противником на войне. Поэтому не стоит сразу рваться в топ, все придет со временем. Также, выбирая альянс, будет не лишним просмотреть участников альянса, когда они были последний раз в игре, потому что есть шанс вступить в так называемый мертвый альянс с неактивными участниками, которые давным-давно уже не играют. Вообще активные альянсы обычно рекламируют себя в общих чатах игры, в каких-то соцсетях, либо даже у YouTube-блогеров. Понятное дело, что там это уже не бесплатно, поэтому вот я советую начать поиск там, тем более если предводитель вручную ищет игроков, а тем более если он платит за рекламу, то это уже о многом говорит, что он об альянсе заботится и будет его поддерживать долгое время. Итак, вот вы наконец-то выбрали альянс, вас приняли. Узнайте обязательно правила альянса. Иногда они бывают очень жесткими, по типу бить титана по будильнику в любое время суток. Либо наоборот, у людей правил вообще нет, а это сказывается на качестве игры с таким альянсом. Поэтому обязательно спрашивайте все, что вас интересует, узнавайте все правила. Ну и вступив в альянс, конечно, не молчите. Если к вам обращаются, старайтесь отвечать в чате, иначе участники могут подумать, что вы не в игре, не в коллективе, и исключить вас, просто побоявшись, что вы можете подставить их, например, на войне. Если ты активный, общительный, пунктуальный, хочешь побеждать, то, конечно, ищи альянс с такими же приоритетами. Если для вас игра это зайти раз в неделю покидать камушки, то и ваш потенциальный альянс не должен обладать слишком жесткими требованиями. Если вы способны находиться в команде, действовать сообща, то альянс, несомненно, будет вам полезен. Итак, что же такое альянс, что он дает, почему он будет нам полезен? Давайте прямо запишем по пунктам. Первое – это редкая добыча с титанов, с сундука титанов. Это эмблемы и прочие плюшки, которые необходимы для развития в игре. Второе – это возможность участия в войнах альянсов. Это также дает вам шанс получать больше редких, необходимых для перерождения героев предметов. Следовательно, вы будете расти намного быстрее тех, кто не вступил в альянс. А когда разобьетесь, можно будет подыскать уже себе топовый альянс для более серьезной игры, если вам это нужно. Третье. Альянс – это помощь по игре. В хорошем дружном альянсе всегда подскажут, как лучше поступить в той или иной ситуации, где набить зеленый сундук монстров, для чего нужен камзол и кого дальше качать. То есть вот это тоже очень-очень важно на первых этапах игры. Я сама как-то встречала людей, которые и скармливали пятерок, либо вообще их не качали, хотя уже год в игре, и тратили отряды, качали однозвездочные отряды, и, совершали массу ошибок,
которую можно было бы не совершать, если бы они изначально выбрали бы альянс с людьми, которые могут подсказать. Таким образом, они просто себя сами задерживали в развитии. И третье. Ну, конечно же, альянс – это общение. Большинство альянсов имеет свои чаты в мессенджерах Viber, WhatsApp, Telegram и, как правило, просят там же присутствовать всех своих игроков, чтобы игроки могли оперативно реагировать при необходимости. Ну или опять же вам подсказать, вы можете сбросить скрины, то есть там развернутый ответ, голосовым сообщением получить. В общем, все прелести мессенджера. Вот 4 самых жирных плюса, на мой взгляд, в нахождении в альянсе. Старички, напишите в комментариях, какие еще плюсы, минусы нахождения в альянсе я могла упустить. Может быть, вы что-то замечали. Я думаю, что новичкам будет полезно почитать. Кстати, вот еще одна тема. Часто встречала людей, которые не могли уживаться долго в альянсе. Не могли найти общий язык, все время с кем-то ссорились, пытались устанавливать свои правила. Если для вас подчинение чужим правилам является проблемой, возможно, вам стоит завести свой альянс. Это стоит всего 50 кристаллов. При этом ведение альянса, организационные вопросы, набор рекрутов, вот это все занимает очень много времени. Это нужно учитывать. Кстати, заводить свой альянс я бы посоветовала только после того, как вы сами хорошо изучите тонкости игры, ведения альянса. Ну, понаблюдайте за введением в нескольких чужих альянсах. Итак, резюмируем. Состоять в альянсе намного полезнее, чем в нем не состоять. И если не в чужом, так хотя бы в своем собственном. Если вам понравилось это видео, по традиции призываю вас поставить лайк, написать об этом в комментариях. Также в комментариях можно задать вопрос, какую еще тему я могла бы осветить. Будет очень интересно почитать и быть полезной.